1925 году, холодным январским днем, высокий элегантный джентльмен спешил по пристани к пароходу «Вобан», океанскому лайнеру, отправлявшемуся в Рио-де-Жанейро. Джентльмену было 57. Ростом он был выше 6 футов. Его длинные жилистые руки бугрились мышцами. Хотя волосы у него редели, а в усах пробивалась седина, он был в отличной форме и мог прошагать несколько дней кряду почти без еды и отдыха. Нос у него был кривой, точно у боксера, и во всем его облике чувствовалась какая-то свирепость, особенно в глазах. У всех, даже у его родных, имелись разные мнения насчет того, какого цвета у него глаза. Одни считали голубого, другие – серого. Однако практически всех, кто с ним встречался, поражала пристальность его взгляда. Некоторые говорили, что у него глаза пророка. Его часто фотографировали в сапогах для верховой езды и ковбойской шляпе, с ружьем за плечом. Но даже сейчас, когда он был в костюме и при галстуке, собравшаяся на пирсе толпа легко его узнала. Это был полковник Перси Гаррисон Фоссет, и его имя было известно во всем мире. Он был последним из великих первооткрывателей викторианской эпохи, отправлявшихся в царства, которых нет на карте, вооружившись, можно сказать, лишь мачете, компасом, да почти религиозным рвением. 20 лет рассказы о его приключениях будоражили воображение людей, о том, как он выжил в первозданных джунглях Южной Америки, о том, как его захватили в плен враждебно настроенные туземцы, многие из которых никогда прежде не видели белого человека. О том, как он сражался с пираньями, ягуарами, крокодилами, летучими мышами-вампирами и анакондами, одна из которых его едва не задушила. И о том, как он выходил из джунглей, принося карты областей, из которых до этого не возвращалась ни одна экспедиция. Многие считали, что он наделен непревзойденной выносливостью и живучестью, а некоторые его коллеги заявляли даже, что он обладает иммунитетом к смерти. Лондонский Geographic Journal отмечал в 1953 году, что Фоссет знаменовал собой конец эпохи. Его можно назвать последним из первооткрывателей-одиночек. Он является собой героический пример человека, вступившего в единоборство с лесом. В 1916 году Королевское географическое общество с благословения короля Георга V наградило его золотой медалью за вклад в создание карт Южной Америки. И каждые несколько лет, когда он, отощавший и измученный, выныривал из джунглей, десятки ученых и знаменитостей до отказа набивались в зал общества, чтобы послушать его доклад. Случалось, среди них был и сэр Артур Конан Дойл, который, как говорили, во многом основывался на опыте Фоссета, когда писал свой «Затерянный мир», вышедший в 1912 году. В этом романе путешественники уходят в неведомое где-то в Южной Америке и обнаруживают страну, где обитают динозавры, избегнувшие вымирания. Ни одна из предыдущих экспедиций Фоссета не шла ни в какое сравнение с той, которую он намерен был предпринять ныне, и он едва скрывал нетерпение вслед за другими пассажирами, поднимаясь на борт парохода «Вобан». Это судно, разрекламированное как лучшее в мире, принадлежало к VIP-классу. Во время Первой мировой немцы потопили несколько океанских лайнеров компании, но этот уцелел. Форды Т свозили пассажиров на пристань. На многих пассажирах мужского пола были шелковые галстуки и котелки, тогда как женщины были одеты в меховые шубки и шляпы с перьями, словно они явились на светский прием. В каком-то смысле так оно и было. Списки пассажиров роскошных океанских лайнеров регулярно публиковались в разделах светской хроники, и девушки тщательно изучали их в поисках подходящих холостяков. Фоссет шагал вперед вместе со своим снаряжением. В его сундуках лежали пистолеты, консервы, сухое молоко, сигнальные ракеты и несколько мачете ручной работы. Кроме того, при нем был набор картографических инструментов, секстант и хронометр для определения широты и долготы,
барометр анероид для измерения атмосферного давления и глицериновый компас, помещающийся в кармане. Каждый предмет Фоссет выбирал на основании многолетнего опыта. Ему доводилось видеть, как путешественники гибли из-за самого, казалось бы, безобидного недосмотра, из-за порванной сетки, из-за слишком тесного сапога. Фоссет отправлялся в Амазонию, дикий край размером примерно с континентальную часть Соединенных Штатов. Он стремился совершить то, что сам именовал великим открытием нашего века – отыскать затерянную цивилизацию. К тому времени почти весь мир уже был исследован. С него успели снять покров загадочного очарования. Однако Амазония оставалась таинственной, словно темная сторона Луны. Сэр Джон Скотт Келти, бывший секретарь Королевского географического общества и один из всемирно известных географов того времени, как-то заметил: «Никто не знает, что там». С тех пор, как в 1542 году Франсиско де Орельяно во главе армии испанских конкистадоров спустился вниз по Амазонке, ни одно место на планете, пожалуй, так не воспламеняло человеческое воображение и так не манило людей к гибели. Гаспар де Карвахаль, доминиканский монах, спутник Орельяны, описывал женщин-воительниц, встреченных ими в джунглях и напоминавших амазонок из древнегреческих мифов. Полвека спустя сэр Уолтер Рейли рассказывал об индианках с глазами на плечах и ртами посреди грудей. Правда об этих краях, то, что змеи здесь длинные, точно деревья, а грызуны размером со свинью, представлялось настолько невероятной, что никакие приукрашивания не казались чрезмерными, и больше всего зачаровывал людей образ Эльдорадо. Рейли утверждал, что в этом царстве, о котором конкистадоры слышали от индейцев, золото было в таком изобилии, что местные жители размалывали его в порошок и вдували через полые трубки в ноги свои тела, пока не начинали те сиять с ног до головы. Однако каждая экспедиция, пытавшаяся отыскать Эльдорадо, оканчивалась крахом. Карвахаль, чей отряд тоже искал это царство, писал в дневнике: «Положение наше было столь безнадежное, что мы принуждены были есть кожу одежд наших, ремни и подошвы, приготовленные с особыми травами, и оттого мы столь ослабели, что не могли более держаться на ногах». В ходе одной только этой экспедиции погибло около 4000 человек от голода и болезней, а также от рук индейцев, защищавших свою территорию с помощью отравленных стрел. Другие отряды, отправлявшиеся на поиски Эльдорадо, в конце концов впадали в людоедство. Многие первопроходцы сходили с ума. В 1561 году Лопе де Агирре учинил среди своих людей чудовищную бойню. Агирре даже заколол собственного ребенка, шепча: «Поручи себя Господу, дочь моя, ибо я намерен убить тебя». Испания отправила войска для того, чтобы остановить его, однако Агирре успел отправить предостерегающее письмо: «Я клянусь, о король, клянусь честным словом христианина, что даже если сюда явятся 100 000, ни один из них не уйдет отсюда живым, ибо все свидетельства лгут. На этой реке нет ничего, кроме отчаяния». Спутники Агирре в конце концов взбунтовались и убили его. Затем его тело четвертовали, а испанские власти выставляли на всеобщее обозрение голову того, кого они прозвали Гневом Божьим, помещенную в металлическую клетку. Однако в течение еще 3 веков экспедиции продолжали вести поиски, пока большинство археологов не пришли к выводу, что Эльдорадо не более чем миф. Тем не менее, Фоссет был уверен, что где-то в дебрях Амазонии скрывается легендарное королевство. А ведь он не был очередным солдатом удачи или сумасбродом. Человек науки, он долгие годы собирал доказательства своей правоты, проводил раскопки, изучал петроглифы, опрашивал местные племена. И после яростных баталий с бесчисленными скептиками Фоссет наконец добился финансовой поддержки от самых уважаемых научных организаций, в том числе от Королевского географического общества, Американского географического общества и Музея американских индейцев.
Газеты наперебой заявляли, что скоро он потрясет мир своим открытием. Atlanta Constitution провозглашала: вероятно, это самое рискованное и, без сомнения, самое впечатляющее путешествие подобного рода, когда-либо предпринимавшееся уважаемым ученым при поддержке консервативных научных обществ. Фоссет был убежден, что в бразильской части Амазонии до сих пор существует древняя высокоразвитая цивилизация, настолько старая и сложно устроенная, что она способна раз и навсегда переменить традиционные представления западного человека об американском континенте. Свой затерянный мир он окрестил городом Z. Центр этой области я назвал Z. Это наша главная цель, располагающаяся в долине, имеющей ширину примерно 10 миль, и посреди ее великолепный город, к которому ведет двускатная каменная дорога, писал Фоссет ранее. Дома там приземисты и лишены окон, а кроме того, там имеется святилище в форме пирамиды. Репортеры, собравшиеся на пристани, выкрикивали вопросы. После ужасов Первой мировой, в эпоху расцвета урбанизации и индустриализации, лишь немногие события так захватывали внимание общества. Фоссет благожелательно относился ко всей этой шумихе, но был весьма сдержан в ответах. Он знал, что его главный соперник, Александр Гамильтон Райс, американский врач и мультимиллионер, уже вступает в джунгли с небывало обильным снаряжением. Мысль о том, что доктор Райс может сам отыскать Z, ужасала Фоссета. Несколько лет назад Фоссет оказался свидетелем того, как Роберт Фолкон Скотт, его коллега по Королевскому географическому обществу, отправился в путь, чтобы стать первым путешественником, который достигнет Южного полюса, лишь для того, чтобы, добравшись до цели, прежде чем самому погибнуть от обморожения, узнать, что его норвежский конкурент Руаль Амундсен опередил его на 33 дня. Незадолго до нынешнего путешествия Фоссет написал Королевскому географическому обществу: «Я не могу сообщить все, что знаю, или даже точно указать место, поскольку такие подробности имеют обыкновение просачиваться наружу. Между тем, для первопроходца не может быть ничего обиднее, как обнаружить, что венец его трудов перехватил кто-то другой». Кроме того, он опасался, что если разгласит детали маршрута, то позже другие попытаются найти Z или же спасти самого путешественника, а это может повлечь за собой бесчисленное множество смертей. Не так давно в этом регионе пропала экспедиция из 1400 вооруженных людей. Агентство новостей извещало мир об экспедиции Фоссета, цель которой – проникнуть в страну, откуда никто не возвращался. При этом Фоссет, намереваясь добраться до самых труднодоступных районов, не собирался пользоваться лодкой. Напротив, он планировал идти пешком, прорубаясь сквозь джунгли. Королевское географическое общество предупреждало, что Фоссет едва ли не единственный из ныне живущих географов, который мог бы успешно попытаться осуществить такую экспедицию, и что бессмысленно было бы кому-нибудь другому пытаться следовать его примеру. Перед тем, как отплыть из Англии, Фоссет признался младшему сыну Брайану: «Если при всей моей опытности мы ничего не добьемся, едва ли другим посчастливится больше нас». Репортеры роились вокруг него. Фоссет объяснял, что лишь небольшая экспедиция имеет хоть какие-то шансы выжить. Она сможет прокормить себя, питаясь дарами природы, и не будет представлять угрозы для враждебно настроенных индейцев. Эта экспедиция не будет комфортно обставленным предприятием, обслуживаемым целой армией носильщиков, проводников и вьючных животных. Такие громоздкие отряды никуда не годятся. Обычно они не идут дальше границ цивилизованного мира и упиваются поднятой вокруг них шумихой. Там, где начинаются по-настоящему дикие места, никаких носильщиков достать нельзя. Так велик страх перед дикарями. Животных тоже нельзя брать с собой из-за отсутствия пастбищ и непрерывных нападений насекомых и вампиров. Для этих мест нет проводников, так как страну никто не знает.
Тут важно сократить экипировку до минимума, чтобы ее можно было нести на собственных плечах и проникнуться уверенностью в том, что можно отлично просуществовать, устанавливая дружеские отношения с различными племенами, которые встретятся по пути. Теперь же он добавил: нам придется подвергать себя воздействию среды во всевозможных смыслах. Нам придется достичь стойкости нервной, душевной, а также физической, так как люди, оказавшиеся в подобных условиях, зачастую ломаются из-за того, что дух предает их еще раньше, чем тело. Фоссет выбрал себе лишь 2 спутников – своего 21-летнего сына Джека и Релли Раймела, лучшего друга Джека. Хотя оба никогда не бывали в экспедициях, Фоссет считал, что они подходят идеально. Выносливые, верные, а благодаря дружбе едва ли способные после месяцев, проведенных в отрыве от цивилизации, донимать и раздражать друг друга. Или, как нередко случается в экспедициях, поднимать мятеж. Джек, по описанию его брата Брайана, был точной копией отца. Высокий, аскетичный, устрашающе крепкий. Ни он, ни его отец не курили и не пили. Брайан отмечает, что Джек был крепким парнем 6 футов 3 дюймов ростом, весь кости до мышцы. Все, что наиболее губительно действует на здоровье – алкоголь, табак и разгульная жизнь – претило ему. Полковник Фоссет выразил это несколько иначе. Он совершенный девственник, душой и телом. Джек, с детства жаждавший сопровождать отца в какой-нибудь из его экспедиций, готовился к этому годами, поднимая тяжести, придерживаясь строгой диеты, изучая португальский, практикуясь в ориентировании по звездам. Однако в жизни он редко сталкивался с настоящей нуждой, и его лицо ничем не напоминало суровые черты отца. В своем модном наряде он скорее напоминал кинозвезду, кем он и намеревался стать после своего триумфального возвращения. Релли, хоть был и пониже Джека, все же был примерно 6 футов ростом и весьма мускулист. Его отец был хирургом Королевского военно-морского флота и умер от рака в 1917 году, когда Релли было 15. Темноволосый, с отчетливым треугольным мыском волос на лбу и усиками шулера с речного парохода, Релли был по натуре шутник и проказник. В письме к одному из доверенных лиц Фоссета Джек писал: «Теперь с нами на борту Релли Раймел, а он такой же одержимый, как и я. Это мой единственный в жизни близкий друг. Мы познакомились, когда мне было 7, и с тех пор мы почти не расставались. Это человек самый честный и достойный во всех смыслах слова, и мы знаем друг друга как свои 5 пальцев». Когда взволнованные Джек и Релли вступили на борт корабля, их встретили десятки стюардов. Они носились по коридорам с телеграммами и корзинами фруктов, присланными провожающими. Один из стюардов провел путешественников в каюты 1 класса. Условия здесь разительно отличались от тех, в которых Фоссет совершал свое первое плавание в Южную Америку. Теперь же все было приспособлено для того, чтобы удовлетворить потребности нового поколения туристов, обычных путешественников, уничижительно замечает Фоссет, добавляя, что они обращают мало внимания на те места, что сегодня требуют от вас известной выносливости и самоотверженности, а также телосложения, необходимого для того, чтобы противостоять опасностям. В каютах 1 класса имелись кровати и водопровод. Иллюминаторы пропускали солнечный свет и свежий воздух, а над головой вращались лопасти электрических вентиляторов. Фоссет, как и многие другие викторианские первопроходцы, был своего рода профессиональным дилетантом. Будучи географом-самоучкой и археологом-самоучкой, он был еще и талантливым художником. Его рисунки тушью выставлялись в Королевской академии искусств. И судостроителем. В свое время он запатентовал так называемую ихтоидную кривую, благодаря которой скорость кораблей могла увеличиваться на целые узлы. Несмотря на свой интерес к морю, в письме к жене Нине, своему самому преданному стороннику и вдобавок публичному представителю в то время, когда он бывал в отлучке,
Он сообщает, что нашел пароход Вобан и само плавание скучным. Единственное, чего ему хотелось – оказаться в джунглях. Между тем Джек и Релли с энтузиазмом принялись исследовать роскошное убранство судна. За одним поворотом оказался салон со сводчатым потолком и мраморными колоннами. За другим – столовая, где официанты в строгих черных костюмах разносили баранину на ребрышках и разливали вино из графинов. А рядом играл оркестр. На корабле имелся даже гимнастический зал, где молодые люди могли потренироваться, готовясь к экспедиции. Джек и Релли уже не были двумя безвестными парнями. Они являлись, если верить газетным хвалам, отважными, несгибаемыми англичанами, и каждый из них был вылитый сэр Ланселот. Они встречали солидных господ, которые приглашали их присесть к ним за столик, и женщин, которые одаряли их, как выражался полковник Фоссет, взглядами, исполненными откровенного бесстыдства. Фоссет понимал, что для Джека и Релли эта экспедиция по-прежнему всего лишь нечто умозрительное. В Нью-Йорке молодые люди в полной мере вкусили славы. Взять хотя бы проживание в отеле Уолдорф Астория, где в последний вечер солидные господа и ученые устроили в золотом зале особый прием, чтобы пожелать им счастливого пути. Или тосты, провозглашавшиеся в их честь в походном клубе и в Национальном клубе искусств. Или остановку на острове Элис. Или кинематографы, где Джек пропадал днями и ночами. Тогда как Фоссет вырабатывал выносливость постепенно, за долгие годы странствий, Джеку и Релли предстояло обрести все нужные качества в одночасье. Однако Фоссет не сомневался, что им это удастся. В дневнике он писал, что Джек подходит ему по всем статьям и предсказывал: он молод и приспособится к чему угодно. Несколько месяцев похода дадут ему нужную закалку. Если он пойдет в меня, к нему не прилипнет никакая зараза, а на крайний случай у него есть мужество. Фоссет был уверен и в Релли, который смотрел на Джека почти таким же горящим взором, как сам Джек на своего отца. «Релли последует за ним повсюду», – замечал он. Среди команды корабля раздались крики: «Отдать швартовы!» Капитан дал свисток, и этот пронзительный звук разнесся над портом. Судно приподнялось на волнах, отваливая от пристани. Фоссету виден был пейзаж Манхэттена. Огромный город сверкал огнями, точно кто-то собрал в нем все звезды с неба. Джек и Релли стояли рядом с путешественником, и Фоссет прокричал собравшимся на причале репортерам: «Мы вернемся и добудем то, что искали».